Добрый день, вы находитесь на канале Татьяна Мин, Красота Таро. И это Таро-прогноз, предсказания на август 2023 года для знака зодиака Овен. Что ждет Овнов в августе? Давайте посмотрим на оракуле Ленорман «Золотые мечты», который у меня сейчас в руках. И еще здесь у меня на столе это оракул Moonology. Итак, я, как обычно, достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Что ждет Овнов в августе 2023 года? Первая карта. Карта «Компас». Многие овны находятся в поиске, возможно, да? В поиске своей второй половинки. Но карта «Компас» может говорить о том, что вам надо искать где-то далеко, возможно, в других странах, в других городах. Вам нужно расширить свою территорию поиска своего партнера, если вы свободны. Может быть, вам встретится какой-то человек издалека. А если у вас уже есть партнер, вы, может быть, решитесь на переезд вместе в другой город, вы будете думать об этом, либо вы будете планировать какую-то поездку. Может быть, так как компасом часто пользуются люди, которые любят ходить в походы, и другие, да, вот такие, как в горы, когда ходят в походы. Может быть, вы здесь встретите либо в кругу таких людей, интересного человека, общение у вас будет с такими людьми, либо вы вместе с вашим партнером отправитесь в какое-то такое путешествие. Но эта карта также очень может говорить, что ваш партнер каким-то образом будет связан с иностранной культурой. Мы сейчас еще будем открывать другие карты, чтобы прояснить, что здесь может быть. Карта якоря во втором секторе – это прекрасно, потому что у вас будет прочное положение относительно денег. Может быть, вы наконец-то определитесь с вашей работой, вы определитесь, куда вы хотите вкладывать деньги, как-то вот упрочнится ваше положение относительно работы, вы сделаете выбор финансовый. Может быть, вам кто-то поможет деньгами, либо наладится у вас вот эта финансовая линия, она будет постоянно. Если раньше у вас заработки были непостоянные, и вы как-то зарабатывали нерегулярно, то вот якорь говорит о том, что либо вы сами начинаете зарабатывать регулярно, либо ваш партнер, если он у вас есть, как-то помогает вам, и ваше финансовое положение стабилизируется. Лупа в третьем секторе, да, и вот здесь у нас уже что-то проясняется, потому что лупа и компас – это обе карты, которые говорят о поиске. И как раз партнерство и поиск – это, опять же, указание на то, что вы будете искать какие-то связи, контакты с другими людьми, с разными странами. Кто-то будет заниматься поиском среди знакомых, среди друзей. Почему у вас случится этот поиск? Почему вы захотите кого-то искать? Может быть, вы просто в поиске, да, своей любви, а может быть, просто у вас будет даже выбор среди нескольких партнеров. И здесь у нас карта букет. Но так как она стоит в секторе самом высоком, 10-м секторе карьеры и семьи, то, может быть, у кого-то будут интересные знакомства на работе. Может быть, это просто приятное общение с вашими коллегами, какое-то повышение. Может быть, вы празднуете юбилей на вашем рабочем месте вместе с коллегами, может быть, юбилей начальника вашей фирмы, организации. Букет – это какой-то подарок, презент. Может быть, вам повышают ваш статус на работе, да, дают какую-то должность, степень, просто даже новая работа может быть. Здесь мы с картой якорь смотрели, что это какое-то упрочнение позиции на вашей работе. Для многих это может означать уважение. Вас с чем-то люди поздравляют. Кого-то поздравляют с выходом на пенсию, с получением какого-то гранта, с получением каких-то лицензий, может быть. Это очень благоприятно относительно ваших карьер и дальнейших планов. Ну и, конечно, карта букет здесь в 4-м секторе говорит, что дома вы тоже можете праздновать. У вас может быть в семье какое-то событие,
которая заставит вас радоваться. А вот здесь карта крест, и она выходит тоже в социальном доме, да, давайте сразу откроем 12-ю карту. О, здесь у нас мужчина. Очень интересно получается. Какой-то человек из вашей жизни может стать вашим прошлым. Это как один вариант, да, то есть кто-то уходит из вашей жизни, и если вы женщина, то, конечно, здесь актуально для вас, вы можете закончить какую-то свою романтическую связь. Либо какой-то мужчина наоборот проявит себя, и он из вашего прошлого. Но так как здесь у нас карта крест, да, в секторе романтических отношений, может быть, вы не захотите эти отношения продолжать, либо здесь что-то такое произойдет, что как-то огорчит вас, да, потому что все-таки крест — это вот как завершение. Здесь может быть вообще несколько вариантов. Ну, во-первых, что ваше знакомство, да, ваш поиск по каким-то причинам не увенчается таким успехом, как вы хотели, и вы решите, может быть, меньше выдавать какой-то информации себе в интернете. Может быть, если вы увлекались поиском партнеров на каких-то сайтах знакомств, то здесь у вас будет окончание, да, этого поиска. В связи с чем? Может быть, в связи с тем, что в вашу жизнь вернется какой-то другой человек, да, из прошлого. Вот здесь мы видим, этот человек может быть вашим коллегой, либо это будет человек, очень ситуация с ним и вообще сам он, его поведение будет очень похоже на какого-то человека, с которым отношения у вас были уже в прошлом, и он будет себя точно так же проявлять, когда вот мы говорим кармические отношения, да. Может быть, у вас будет тайный любовник, тайная связь, потому что этот человек выходит в секторе тайн, и это могут быть, например, тайные отношения на работе, да, но на самом деле у вас есть еще какие-то другие отношения, да, вот здесь мы видели компас, может быть, с кем-то вы еще общаетесь, и тогда вам придется выбирать, вот здесь будет крест, на каких-то из этих отношений вам придется поставить крест, может быть, даже на всех, потому что в социальном секторе карта крест может говорить о прекращении романтической связи, прекращении не только романтики, но и вообще общения с каким-то другом, может быть, какой-то друг уедет в другую страну, либо просто у вас общение прекратится. Здесь есть еще указание на то, что вы как будто бы ищете новое место жительства, тогда вы его найдете, да, по карте букет. Может быть, вы ищете каких-то знакомств и связей даже, да, не обязательно связи, может быть, это учеба у кого-то в другой стране, в другом городе. В общем-то, здесь тоже, наверное, вам это будет успешно. И еще хочу сказать, что не рассчитывайте, наверное, на своих друзей, на каких-то советы, на какие-то социальные сети, непроверенную информацию. Здесь вам нужно рассчитывать, наверное, уже на каких-то ваших близких проверенных людей по карте компас. Именно они укажут вам правильное направление в будущем, чтобы это ни было учеба, работа, либо переезд даже. Но вот такой интересный месяц у овнов получается. Здесь я думаю, что тема взаимоотношений будет как-то связана с работой, с какими-то делами, с медициной. Вот этот мужчина, который здесь вышел, он может означать человека в казенном доме, да, то есть это любой человек, который оказывает нам какие-то услуги любого характера, да, какие-то служащие. Если вы мужчиной смотрите этот расклад, то тоже здесь вы можете общаться с каким-то, может быть, врачом, например, да, и поменять врача, допустим, либо найти какого-то специалиста в той сфере, в которой вы ищете, и, в общем-то, это будет, я думаю, полезно, если это не связано с любовной темой. Ну, а так, берегитесь каких-то вот слухов, потому что здесь почему-то по этой вот карте крест, мне кажется, что вы несколько не хотите популярности, вы будете против того, чтобы быть, может быть, находиться в какой-то компании, либо вам этого не захочется, либо так будут складываться обстоятельства, что тот круг общения, там какой-то группы, коллективов, либо какое-то ваше хобби может вот именно на период августа вам не приносить уже столько радости,
И это будет какая-то пауза вы захотите взять. Может, вы перестанете открывать ваши социальные сети, там что-то, да, либо вы перестанете заниматься каким-то вашим хобби, у вас не будет до этого вдохновения. Если, например, у вас есть дети, то вы можете тоже меньше общаться с детьми. Может быть, они уезжают куда-то на лето, дети уезжают из вашего дома. У детей тоже могут заканчиваться какой-то важный период в жизни, начинаться другой, да. Это все очень нормально. То есть, если какие-то перемены происходят, это не всегда, конечно, бывает просто. Но здесь у вас карта букет, и я думаю, что бы ни случилось, как бы ни поменялось ваше дальнейшее направление по карте букет, это может быть даже какое-то неожиданное, интересное предложение, как в работе, так и в каких-то личных делах. Может быть, это предложение будет от вашего партнера, да, потому что эти вот очень интересные карты, компас и букет вместе. Может быть, вы даже не ожидали, что развитие событий в какой-то сфере, как в личной жизни, так и в деловой сфере, у вас будет приятным. Может быть, даже ваш партнер откроет вам какие-то черты вашего характера, ваши возможности, куда вы сможете направить свою энергию. Поэтому очень благоприятны дела с деньгами, поиск, может быть, учебы, каких-то связей, контактов через вот близких, проверенных людей. Я думаю, что да. Что нам скажут карты из колоды Moon Knowledge? Давайте возьмем несколько карт. Это мутабельная луна и Waning Moon, то есть растущая луна, обе луны. Ой, простите, это старая луна. Обе эти карты говорят о том, что у вас еще что-то не решено, что вы находитесь в подвешенном состоянии относительно каких-то вопросов. В принципе, может быть, да, вот вы как будто в поиске или в ожидании, или что-то здесь такое может быть. Но тогда не принимайте никаких решений серьезных в августе, особенно если это связано с личной жизнью, с какими-то творческими делами и с бизнесом в том числе, да, потому что вот этот сектор, где у вас вышла карта крест, это сектор бизнеса, творчества. Может быть, вы в каком-то творческом кризисе будете находиться, и карты говорят, что сейчас не время что-то начинать, может быть, надо пережить этот кризис, сделать какую-то передышку, уйти в тень, да, может быть, у вас там в тени будет что-то интересное, да, например, вы из-за кого-то уйдете в тень, то есть как бы вы пропадете на время, чтобы быть, вот, например, в отношениях каких-то тайных, да, или вы сфокусируетесь просто на какой-то другой жизни, и ничего еще пока решать не нужно. Об этом, в общем-то, нам говорят вот эта старая луна, мутабельный знак. Здесь мы видим волны бушующие, да, вода — это как бы сильная стихия, но опять же, здесь написано ничего, как бы не высечено на камне, да, то есть с одной стороны не стоит решать, а с другой стороны не стоит бояться решить что-то. И если у вас даже какие-то изменения, перемены в жизни, и вы думаете, что это никогда вопрос этот не решится, что очень много займет сил вашего времени, там, да, например, переход, не знаю, на другую работу, на другую должность, специальность, там, переезд или что-то, какой-то ремонт, может быть, в доме, да, ну вот какие-то такие серьезные мероприятия, на которые мы решаемся раз там, в несколько лет, а кто-то вообще раз в жизни, и вам кажется, что это очень трудно на это решиться. Возможно, что когда пройдет август, да, когда пройдет ретро-Венера, да, у нас в июле кармические узлы меняют свой знак, у вас наступит новая полоса и новая ясность, события как-то прояснятся, что-то уйдет из вашей жизни, какие-то новые пути откроются. И если что-то уходит от вас, да, вот особенно по карте крест, то значит, так тому и быть, это какое-то своего рода обновление, да, может проходить, но несколько затягиваться. Вот так вот в августе Овны для вас. Так я вижу эти карты, я надеюсь, что у вас все сложится очень хорошо, как вы загадываете, лучшим образом. Не забывайте просить у Вселенной, чтобы она дала то, что лучшее для вас. И это всегда сбудется. До встречи на моих новых видео. Вы были на канале Татьяна Мин Красота Таро. Всем пока!